Так. Раз-раз, отлично, микрофон работает. Все. Музычка есть. Чуть-чуть потише его себе сделаю. Не знаю, как она там в записи звучит, ну ладно. Так. Что у нас тут? Ищем группу для подземелья. Очередной забег Зульфарак и на принцессу. Так, в Зульфараке нужен только танк. А вот на принцессе и хил, и танк. Ага. Ну ладно. Так. Вчера... Что я делал вчера? Вчера вечерком, кстати, заходил. Апнул 50-й. Так что я все уже все ближе и ближе к 60-му левелу, наконец-то. Сделал элитные квесты во внутренних землях Финтерландс. Там, где элитный город. Город троллей для элитного левела. Там целых 4 квеста. 2 из них, кстати, были кастомные. И, соответственно, после прохождения уже... Там вот такая вот награда была, допустим, вот в одном квесте. Там золото неплохо дали. Пару копеек. Такую вот триньку. Думаю, для старта вот так, для high-level данжей вообще неплохая тринька. Особенно, я бы сказал, так, improves your chance to hit with spells. Да, для паладина прям вообще отлично подойдет, я бы сказал. Делаю вот квест на эликсир Гогель-Могеля. Забрал, соответственно, гриб там с озера. Яйцо в пещере залутал, которое нужно сдавать в Танарисе. Тут квестовая цепочка. Там одна из частей, кстати, ведет в Зульфарак тоже. А где начинается, я уже, если честно, не помню. Может быть, она в Танарисе тоже начинается. Там тролль стоит в порту. Это получается вот в этом порту. Steamwheel Port. Вот он, кстати, да. Ехкиня. Не знаю, как правильно читается. Интересное имя. Вот, и у него там цепочка квестов. Там первый квест вообще надо в Фералос идти. 3 змеев замочить, там с духами поговорить или что-то вроде того. Потом побегать туда-сюда, поздавать квест. И потом тебя отправляют в данж в Танарисе, в Зульфарак. Залутать какую-то шмотку с этого вот. С одного из боссов, который, ну, чисто такой, для галочки. Так, ну что ж, на 51-м я уже получил ауру. Сэнктиара. Которая была в ретро-ветке. Я уже это несколько раз говорил. Когда обсуждал изменение талантов. На этом сервере. Особенно вот для паладина, допустим. Потому что паладин это один из всех классов, который прям переделан, ну, скажем так, э, как минимум... Как минимум... Так, это что за приглашение? Что за батлмастер? Нет, спасибо. Что это такое? Найс.
То есть в списке поиска группы, да, вот сейчас вот объясняю. В списке поиска группы вот этого чувака не было, Battle Master. Поэтому я отказался, ну, типа, ну, что это за хрень? Какой-то левый чувак меня просто приглашает в группу. Нафига? Так еще и просто само приглашение без принятия сбросило меня с поиска группы. Это, конечно, тоже было странновато, что оно прям сразу скидывает. Видимо, в этом моменте я должен был понять то, что это все-таки приглашение а именно в данж. Что, в принципе, и оказалось. Так, что у нас тут? Два приста, воин. Да, группа сформирована. Но не полностью, получается. Вар у нас не танк. 45, 44, 47. Группа еще по левелу не такая, скажем, высокая. Так вот, насчет изменений хотел добавить чисто коротко. То, что я так понимаю, так как в классике именно гибрид классы, они были прям, ну, такими малоиграбельными, это мягко говоря, да. То есть был хотя бы один спек, через который можно было играть. Тут, допустим, в Друиде там через Ферала можно было качаться, потом на хай-левел контенте, ну, как бы да, можно было там рейдить, но там прям нужно было решифтиться постоянно, я помню. Баланс Друид не был играбелен, но для галочки прям в гильдии, если вот место свободное есть, то почему бы нет, вы взяли бы одну сову, чисто ради прикола, потому что есть аура, там повышает крит для заклинаний. А так, Реста Друид там был, и то, ну, он такой себе тоже, конечно, хил, по-моему. Прям только если вот хорошо отзятый Реста Друид. Паладин же только играбельный в Волхоле, поэтому он, кстати, меньше всех претерпел изменений. Прот, там вообще, он танковать не мог, у него таунта не было вразумительного. Ретро ветка, ну что там, да, ДПС ветка, но ты не имеешь никаких атакующих способностей, только рассчитываешь на прок, печать повиновения в атаке, соответственно. Хоть люди и качались, по-моему, через эту ветку, но потом они редко оставались в ретре. Ну какой там еще третий? Получается шаман тоже. Гибрид класс. Там, по сути, ну вот с шаманами вроде бы даже повеселее все как-то. Хоть я из-за шамана вообще не играл. В классике, по-моему, да. Вообще даже не... А, ну, может быть, пробовал, но чисто так. До 15 левела. То есть там, по-моему, рестор, ну, как обычно. То есть хил и хил. То есть можно. Реальных вроде за него прокачиваются. Но играть так чисто по фаному, разве что можно в ПВП. Там на проке эти винфири рассчитывать. А вот Элем, не знаю. Вообще про него ничего не знаю. По-моему, тоже такой себе спек был. Но вроде мог выдавать неплохие криты молнии. Поэтому, соответственно, черепахи претерпели больше всего изменений именно гибрид класса. А всем остальным там, ну, плюс-минус что-нибудь добавили, изменили, чтобы их тоже не обидеть. Воинов там, наверное, тоже немножечко изменили, чтобы, не знаю, там, может быть, повысить какую-нибудь выживаемость или универсальность, я не знаю. Знаю, охотникам добавили лишний выстрел, еще один дополнительный. Не знаю, насколько это полезно.
У охотников там и так без того как бы много способностей. Всяких различных там. Целый выбор для отслеживания различных существ. Там список ловушек и прочего всякого. Но с другой стороны, почему бы нет? Может быть, это как-то будет менять его ротацию. Пристам вроде бы тоже добавили талантов, которые дают именно э, рез маны. Реген, точнее, маны. Правда, я там как-то недавно, вот когда делали сопровождение курочки, я не помню, был ли по этому стрим. Ну, думаю, да, скорее всего, на стриме это тоже попало. Это в Хинтерленсе было. Там со мной один из сопровождающих вместе со мной был как раз-таки Шапа. И как-то, ну не знаю, он, по-моему, постоянно от каждого файта отбивался. То есть, по-моему, все-таки мана реген, ну такой. Ну или я просто не видел, как он там спеллы использовал. Может быть, она просто гашетку в пол и выдавливал макс ДПС. Phoenix Soul гильдия, кстати, это, по-моему, русская гильдия. Для тех, кто из русскоязычных играет на черепахе, если не ошибаюсь, да? Phoenix Soul. Это одна из. Вторая, насколько мне известно, Immolate Improved. То есть вот две гильдии я точно знаю. Еще есть, по-моему, Сказка. Третья гильдия, да? То есть вот три гильдии я знаю русскоязычных. Поэтому если кто-то это увидит, услышит, посмотрит. Если кто-то ищет русское сообщество, пожалуйста, три гильдии есть как минимум. То, что, допустим, самая гильдия Newcomers, она хоть и для всех, но здесь в самих правилах написано то, что тут только английский язык в чате. Так, ну, наверное, теперь вот уже не буду прям вот предупреждать кого-то. То, что у меня есть одна из частей меча. Думаю, уже пофиг, насрать. Прям. Я уже 50-й левел. Все равно скоро пойду дальше, там по данжам. В Марадоне выбью, скорее всего, молот. Я его тоже буду спамить, пока не выбью, по крайней мере, молот. Ну, конечно же, программа максимум это еще и штаны с кольцом. С принцессы. Все это падает. Так, молот, кольцо, штаны. Ну приятное дополнение еще вот наручи вот эти. Не откажусь, потому что есть атак пауэр, есть хп, есть интеллект. Хоть это чисто на шамана или на ханта. Ну, ретрику тоже подойдет, я бы сказал. Чисто вот если некому брать. Шея тоже. Если некому брать, то я ее возьму. Правда, наверное, возьму чисто на хила. Так, Батлмастер, значит, ливнул.
Теперь нас только трое. Ну, хотя бы хил остался. Так, ладно, пока мы ищем группу. Получается, я могу сбегать, задать 2 квеста. Могу один сделать. Упустил я как-то его даже. Надо будет сейчас быстренько тоже сделать, а то он уже зеленый у меня. И он там делается легко, просто там зафармить этих жуков. Выбить 5 штук с них. Так, ну вот, по-моему, все. Последняя часть квеста на зелье. Да. Неплохо так. Просто за то, что сдаешь квест, получаешь 70 серебра. Кэшбэк. 5 бесплатных зелий. Теперь у него, по-моему, можно покупать еще зелья дополнительные. По-моему, 5 штук стоит 35 серебра. Также, насколько я помню, дает, по-моему, 3 эффекта. Превращает в скелета, делает ниже ростом и предоставляет ненадолго эффект медленного падения. То есть как парашют прям работает. Там сколько? 14, по-моему, секунд или сколько? Я уже забыл. Давно я, короче, не делал квесты, не использовал эти зелья. И, возможно, форма скелета дает бесконечное дыхание. Возможно. А возможно, это просто косметический эффект. Давненько не слушал треки. Ну, какие треки? Саундтреки, темы. Локации, стартовые локации ДРНФ. Думаю, тоже неплохо звучат. Хоть они и менее мелодичные, по-моему. Так, The Ancient Egg. Точно. Да, следующая часть. Уже в храма Аталхакара нужно идти. Понял. В принципе, голову неплохую дает. Это фигня, наверное, да? Там нужно смотреть по нынешней у меня. Дофига хп, конечно, дает, но мне нафиг хп надо. Не, ну... Чисто один забег. Один забег вот затопленный этот храм. Как он там называется? Иначе. Можно сделать. Чисто по приколу еще собрать квестов. Которые не цепочка. И сходить в храм Аталхакара. Я помню то, что... Где это? По-моему, в тех же Хинтерландсах. Вот он, да. Квест берется. Ну там ладно, я еще загуглю просто. Зайду в каком-нибудь WoWhead. Посмотрю все квесты, которые есть.
И цепану всевозможные цепочки, не знаю. Если там будут простенькие цепочки, то тогда по-быстрому как-нибудь сделаю уже вне стрима. А потом уже, соответственно, сам данж. Ну, вне стрима вряд ли буду делать. По стримлю тоже. Так. Так. Блин, так-то было выгоднее попробовать этот элитный сделать. Ну, как тут я что-то сомневаюсь. Все-таки эти великаны, они там элитные, как говорится. Сомневаюсь в том, что они будут слабо бить. Мало ли у них там каждый удар будет по 300 урона, не знаю. Ну ладно, пока время еще есть, я быстренько сделаю тараканов. Пока есть время. А лучше еще закупиться. А то я смотрю, потихоньку заканчивается у меня тут. Чисто 10 штук. Ага. Танк нашелся все-таки. Так, ну отлично. Танк у нас друид. Погнали. А, получается, значит, по этим, по квестам, то самое яйцо, которое я залутал в пещере в городе троллей. Это получается яйцо Хакара по лору. Угу. Насколько я помню, надо будет завязать вот это вот яйцо там в одной части подземелья, чтобы призвать дух именно Хакара. Ну, соответственно, это будет дополнительный босс. Я вот не знаю, что у него там по луту. Либо он просто по квесту только босс, либо у него еще лут какой-то есть. Сейчас посмотрим. Так, Sunken Temple. Аватаров Хакар. Да, все-таки полноценный босс, причем более чем полноценный. Даже есть какая-то фиолетовая шмотка. Интересная. Embrace of Wind Serpent. Интересно, интересно. А так, ну тут... Да. Лутецкий хороший. Спаунов Хакар. Это что еще? Так, паладинов у нас нету. Из латников только воин. Воин-разбойник, соответственно. Два человека смогут поконкурировать со мной за меч. И они 100% его возьмут. Фига себе, у разбойника игра крашнула. Так, ну что ж, тогда... Тогда, значит, мы сейчас пройдем Зульфарак. Посмотрим, как они захотят еще или нет потом. Разок, значит, пройдем. Сделаю квесты. Вот этот вот. Потом уже точно пойду сюда. На этого гиганта. И параллельно еще зарегаю тогда, если... Если мы не планируем еще забег. Сразу же. Параллельно зарегаю.
Логаут. В смысле, релог? Ну выйди из данжа. Тебя же выкинет, по-моему. Так, ну, судя по небольшой переписке между нашими товарищами, разбойнику меч не нужен. Ему только шлем нужен, поэтому ладно. Раз ему только шлем нужен, пусть он его и забирает. Этот кожаный шлем. Потому что я уже несколько раз говорил, то, что на всякий случай, если никому он не понадобится, то я его возьму себе. Hello. Hello there. You playing maybe Turtle Love? If you have some questions, I can answer. Так, что у нас тут? Тонарис. Stranglethorn Whale. Stone Talon. Окей. Мгм. Ага. So you playing your low level Warlock. Okay, and are you playing hardcore maybe? Hardcore challenge? Or just leveling? Died at level 20. So it means that you're hardcore. I'm 50 right now, but I'm not. I'm not with this paladin. I'm just war mode. So I get like 30% bonus experience. But I'm planning to play hardcore next character after I get 60 with my paladin. And then I don't know what class should I pick. So I'll think about that. And I will try. Also. But I still don't know, is it really worth it to play hardcore? Ah, nice, nice. Thank you. By the way, there are, I think, maybe 3 classes that I would play with I don't know, like would like better to play. It's druid, it's hunter, druid hunter, and maybe paladin again, maybe also shadow priest, because I want. Серьезно? Так, раз. Some lag. 1, 2, 3. Warlocks for the win. I don't know. I never played Warlock.
Would be cool if, I don't know, maybe Hunter wins. I played Hunter, but I never get to level 60. Hunter for me, it's also an easy mode. By the way, if we talk about hardcore challenge, what's the reward? Maybe you know? I know you get like some title or what? Maybe something else? Так, где у нас там? Друид. Dust Wallow Marsh. Мгм. Hmm. Well, I'm watching right now my voting. I see that leading positions have Hunter and Mage. Damn. I don't wanna play Mage. I don't like mages at all. I didn't even play Mage in Classic. Ah, guild invite, you mean... I think there's a guild named Immortals. Maybe that's the one? Also, if you get the title Immortal. The Immortal title, Mount, Tabard, and points. Points, what points? The donation points? Raiding with the mortals. Sounds good. Well, maybe it's worth at least to try it. I'm playing Warcraft like since Burning Crusade, so yeah, maybe I'm experienced enough to survive. Maybe. Yeah, I think the same. Yeah, it changes your gameplay. You will try like every single moment. You will think about your survival. No matter what class are you playing, you will think only about that. At least it should change your gameplay.
Так, ну что ж, скоро начнем. Разбойник у нас уже... Тут друид подошел тоже. Soon we start. Another Zul'Farrak run. And again, I hope that sword will drop. Not this one. This one. Так. Что у нас тут по качеству? Пока все нормально, интернет не зависает. Да, если интернет исчезнет, я сразу же перезапущу стрим. Так. Разбойник. Уф. Выглядит крутым. Phantom Blade. Vanquisher Sword. Интересно. Найс. Блин, вот два раза. Два раза же выпал меч. Этот одноручный. С ласт-босса. И два раза я не смог его выбить. Насколько мне просто не везет. Unlucky. Прям совсем. Да, интересно, кстати, вот. Тут написали мне. Я-то думал, только дают звание за прохождение. А тут, оказывается, и маунт, и звание, и табарду, и в гильдию приглашают. И плюс еще сверху пункты. Звучит клево. Думаю, все-таки стоит попробовать. Не зря. Не зря я начал голосование.
Так, что мне тут по пингу? Пока нормально все. Блин, снова у меня как-то быстро мана сжигается. Вот я так и не успел потестить, как работает этот талант. Мне кажется, он вообще бесполезен. Поэтому я и подумаю, может быть, взять и перестроить своего паладина, попробовать рэк-бомб паладин. Посмотреть, как он работает. То есть, стоит ли вообще или нет? Вчера в чате спрашивал у игроков, говорят, он не такой. Скажем, не такой, как, я не знаю, на других серверах. Не знаю, как-то я не верю в это. Мне кажется, там все так же. Плюс-минус. Можно настакать 4-5 стаков, сколько там максимум. И потом, соответственно, жахнуть. Тогда я тут прям пикну такой чисто не для танкования спек. То есть, соответственно, я вот Righteous Fury не буду брать, допустим. Вот насчет Defense тоже, наверное, нет. По-моему, то, что этот вот стат Defense именно, он снижает вероятность получения критического удара. А вот Toughness можно. Хоть он, наверное, там не внесет особых изменений. Так, друид у нас отошел. У него там что-то с ребенком. Так. Смотрю по ДПСу. А, ну хотя логично, я 50 левел, они 47-й, 45-й воин. Поэтому, наверное, я и просто перебиваю их по ДПСу. То есть разбойник, ну ладно, он может меня перегнать. Потому что я как-то сильно даже не потею. Я там не спамлю обилки прям. Все, что нажимаю, это Seal of Command и Holy Strike. Иногда Crusader Strike. Чисто один раз. Куда? Чего надо? Боссов я... Ну, блин, точнее, элиток я вряд ли захилю, я не знаю. А, ну, хотя вчера... Вчера же мы делали в Хинтерлансе элитные квесты. Я, по сути, в итоге практически сразу стал хиллером.
сказал то, что я буду хилить. И я вот в своем гире, ДПС гире, хилил. Так, не, я лучше тут буду ДПСить. Пока мы тянем только одного моба, нет смысла мне хилить. Тем более здесь хилы есть. Че я вообще начал хилить-то? Так, ребаф. Диспел. Пока что никак не могу прокомментировать нашу динамику, потому что мы сделали небольшую паузу, но если посмотреть чисто на пулы именно от этих небольших пачек, я бы сказал, ну, прям вообще очень уверенно идем. Правда, наш хил, не знаю, бывает допускает прям так, что у нас ДПС проседали по ХП. А так, ну, вообще спокойно идем. Хотя другого я и не ожидал. Хил у нас 44-й, ну да. Ему разве что может быть чуть-чуть потно. Так, патруль. Это у нас простой патруль. Там нету рарника. Кстати, сколько раз вот ходили, иногда попадался, что вот этот рарник The Release, по-моему, да, называется. Получается. э, да, вот The Release. И сегодня ничего не падает. Почему-то. Вообще ничего. Прям он всегда пустой. По-моему, падала разве что какая-то прям зелень. Зелень, ну это World Drop именно. Дроп не характерный для босса. Я, кстати, заметил то, что я начал реже использовать Judgment. Именно Judgment of Command.
Занервничал как-то наш воин. Боится, что не сделает квест. Так, чистим. Dispel. Dispel. Yield plate shield of defense. Выглядит, кстати, красиво. Плохо так. Блин, походу диспелить только я один тут могу. Печально. Придется неплохо так тратить ману скоро. Лишь на диспелы. Так. Давайте лучше сразу перебафы у нас. Так. Первый бурст есть. Разряд. Разряд. 9.41. Найс. Бэм. Начинается память хил. You fucker. Курочка моя. Курочку убили. Досадно. Ну вот. Еще один меч для воина. Теперь. Та же часть, которая у меня есть.
наши там уже у следующего босса ждут нас, наверное. Entering Combat. Понятно. А тут у нас еще и здесь. Понятно. Я даже не знаю, что делать. Ах. Да. Что тут сказать? Amateurs. Чуваки просто, видимо, не знают, где кто есть. За все забеги в Зульфараке я, кстати, по-моему, вот второй раз, наверное, только погибаю. Первый раз и то. Мы погибли, кстати, на этом же месте, только мы, по-моему, уже с боссом дрались. Там прям, ну, так просто получилось. Сложная ситуация там вышла именно на босс-файте. Ну а здесь просто по глупости из-за этих идиотов, блин. Прошли по центру дороги и сагрили дополнительных мобов. Если я знал бы то, что это уже заведомо смертельная ситуация, я бы тогда, наверное, просто на приста кинул бы D, Divine Intervention, и все. А так я просто заранее на него кинул боб. Тем самым сагрил на себя еще одного моба, на меня уже два накинулись. Я просто не выдержал. Осталось только баблить. Там мало мана оставалось. Потом уже смотрю, и друид падает по хп. Думал его тоже кинуть в Divine Intervention, но... Потом вспомнил, у друидов только БР. Далеко не у каждого друида есть семечки для БРа. Нужны реагенты. Так, ну что, ждем тогда остальных. Потом ребафаемся. Я бы даже тогда зачистил ту комнатушку, то помещение, где там эти три моба стоят, на всякий случай. И все.
Да, наш хил просто агромашина. Еще одну пачку просто спулил непонятно откуда. Командир нашелся. Так, тут диспел я уже не получу. Просто посох в левую руку. Held in off hand. Ну и бред. Привет, привет. Так, кто-то открыл могилу. Ну и зачем? Сейчас хил опять помрет. Блин, ну... Чувак. Сейчас, короче, только что вот мы били первого босса. Этого Антусула. И нашему Вару выпал, кстати. Такая же часть, которая у меня есть. Поэтому он, скорее всего, тоже может занидить. А так, ну... Я, наверное, уже забил на это. Мне как-то стало пофиг. Я вчера апнул 50-й левел. То есть, ну сколько мне тут осталось? Блин, не то нажал. Зульфарак до 54-го, оказывается. Ну, не знаю. Выпадет, выпадет. Нет, так нет. Я сейчас нацелен на молот. Так. Так, все, тут очередные вопросы были насчет интернета. Что-то у нас в последнее время какой-то плоховатый интернет. В смысле, как? Как хил помер? Бля, с этим хилом. Настрадаемся мы, конечно. У нас беда в том, то, что наш хил, он 44-го левела. Я вот тут уже агрил один пак. Недавно, сбоку. Случайно.
Мы, соответственно, вот здесь вот вайпнулись. Вот наши даже скелеты остались. Бедняга 44-го левела. Мы-то все повыше. Я вот все же планирую апнуть 60, если получится. Может быть, в течение какой-нибудь недели, хотя не знаю, вряд ли. И вот сделал голосование по выбору класса для хардкор челленджа. Там в списке все классы, кроме шамана. То, что я играю за Альянс. Поэтому можешь проголосовать. Сделать выбор там. До 23-го я планирую. За друида, окей. Хороший выбор, должен сказать. Это один из 3 классов, за который я с удовольствием поиграю. До 60-го. Друид, хант или еще паладин. Ну и 50 на 50 ШП. Ну там, да, у меня там 2 таблицы сделаны, просто потому что, к сожалению, оказывается, в голосовании Ютуба нельзя там сделать больше 5 строчек, больше 5 вариантов. Вот так и получилось, что у меня отдельно кастеры, как будто отдельное голосование для них. Поэтому буду там считать количество голосов. Потом. Ну, приз тоже будет интересно, я думаю. Мне кажется, он там переделан, ШП именно. А так, ну, главное не за вара, допустим. Потому что за вара я на классике, наверное, не играл вообще, по-моему. Последний раз за вар я, короче, играл, когда я был еще мелким ребенком, когда я только познакомился с Варкрафтом. Вот тогда я играл. Каких-нибудь 30 левелов отыграл и все. Но я тогда вообще ничего не понимал в Варкрафте. Так, ключ у меня. Сейчас я быстренько ребафну. И открываю клетку. Попробую сегодня еще, наверное, в Мару сходить. Зарегаю тоже. После Зульфарака. А разок, кстати, на 49-м. По-моему, вчера это было или позавчера. Это уже после стрима. Решил все-таки зарегистрировать себя на поле боя. Ущелье Песни войны. Ну, там, конечно, это было что-то с чем-то. Нас просто сравняли с землей. К сожалению, в нашей команде просто обычные ребята были, обычные в плане шмота. По левелу плюс-минус нормально, там только один был. 41-й, по-моему, паладин. Но пользу приносил. А у вражеской команды, у Орды, там просто все одетые твинки с инженерным делом. 49-го левела просто 2 шамана пришли и начинали нас шотать своими молниями. Невозможно было играть.
почти сразу же сгорел и вышел просто из битвы. Потом БФД будешь фармить. БФД. Погоди, Black Fathom Deeps, это ж другой данж. БФД это, по-моему, low-level данж. БРД, наверное, ты имел в виду. Black Rock. Черная гора. Где эти дворфы черного железа? Да, да, да. БФД это черная непроглядная пучина. БРД, думаю, да. Это прям, наверное, must have. Так, сейчас, пока мы тут деремся, я даже зайду в Atlas Loot посмотреть, что там будет падать. Я помню, то, что там топовая тренька для миликов. Hand of Justice, которая дает там, по-моему, дополнительную автоатаку. Вот я 100% хочу выбить. Так. БРД. Где-то здесь у нас. Blackrock Depths. Так. Ну вот, с первого же босса Лорда Ракора. Это, по-моему, там патрулирует примерно в начале. Каменные элементали, если я правильно помню. Неплохие наплечники я взял. Так, босс-файт, ладно. Так, ну с этого босса, как всегда, лут такой себе. Ой, я даже его выиграл. Ну ладно. Так, что там дальше? Я вот не помню, как он тут... Как тут в черепахе он с ласт босса будет падать. Вот он, Hand of Justice. 2% шанс на ближнем бою, да, в ближнем бою получить еще одну экстра атаку. Вот это вот прям топовая тренька. А так, ну, топор тоже можно взять с него. С ласт-босса. Плащик тоже. Мне сейчас плащ только 14 стамин дает. Ну, это ПВП плащ. ПВП шмот в ваниле не такой уж хороший. Ну, кроме сетов. Сеты, может быть, еще полезные. Вот на этот эпический молот, правда, я вообще не рассчитываю. Я его никогда не видел, по-моему, даже. Может быть, только один раз, ладно. Но он мне, в принципе, как ретрику не нужен. Только если захочу поиздеваться над собой и, не знаю, сделать прот паладина, типа вот рэк-бомб. Тогда, да, дополнительные атаки всегда приветствуются. Отлично, только подошел и хекс поймал. За что? Но перед Черной горой я подумал еще сходить все-таки чисто один раз. Наверное, один раз. Максимум два. В затонувший храм. То есть чисто квест-ран. Посмотреть, какие есть квесты. Взять те, которые с первого раза берутся. Так, сейчас. Музыка закончилась. Да.
Взять квесты, которые с первого раза берутся, и те, которые там, если квестовая цепочка прям простенькая какая-нибудь. И пойти тогда уже в этот затонувший храм. У меня уже есть один квест. Да-да-да. Храм Талхакара. Второе название. Он находится... Swamp of Sorrows. Вот здесь вот в болоте. В этом вот. Он такой, он мне не очень нравится, просто потому что первая часть, это там нужно ходить по кругу, там, убивать этих троллей, боссов, чтобы нажимать там на какие-то эти тотемы, и потом только спускаешься, вот это вот. Мне не очень нравится. Поэтому я не очень хочу как бы туда идти, но по квесту можно. Вот у меня есть квест на яйцо, который призывает этого Хакара. Так, разряд. Фу-фу. 2К, почти 21, точнее. 2,1К. Луч ударил. Нехило. Лол. Разбойник пришел сюда за своей шапкой. Я, в принципе, за мечом. Выпало ни то, ни другое. Ну чё, я не удивлен. Да, так вот. Что там у нас по этому, по храму? Sunken Temple по-английски называется. After all been through, this is how it ends. Fuck my life. Это кто у нас? Друид? Да, друид разочарован. Видимо, им тоже шлем нужен. Балкони мини-боссы, да, вот это вот все тролли-боссы, с них, ну, такой себе. Лут падает. Тут и зелень. Осинька такая. Знаю, что там вот после Раникуса, после ласт-босса, вот есть квест. И у него прикольный меч одноручный падает, который призывает дракончиков. Я вот его вообще никогда не видел в игре. Ни у кого. А так, лут. Ну, на ретрика, не знаю. С ласт босса на ретрика вообще ничего нету. Так. А вот с драконов. Драконов поменьше. Так, тут смотрю красиво. Двуручный меч. А, не, ну такой себе. Общий урон маловат. Копье. Ну, копье получше чуть-чуть, но тоже. Не, все-таки оружие, наверное, мне больше подойдет с Марадона. Молот пока что. Все остальное тоже с этих драконов такое себе. Да, одинаковый лут у них. Джамалана. Тоже херня. Аватар Хакара. Не, на ретро паладину вообще, по-моему, тут ничего нет, от слова совсем. Только если прям чисто для галочки, допустим, взять вот нагрудник. На офспек, холли, паладина, плащ, допустим. Типа такого.